Утро трейдера начинается всегда одинаково. Одевай шорты. Алло, сейчас, секунду. Она уже созванивается с ученицей, оказывается. Янка, микрофон выключи. Да, сейчас, секундочку, буквально сейчас на балкон выйду. Прикиньте. Ну, в смысле, шорт или лонг, неважно, лучше всегда вот на там, Чуть-чуть на 0,3 поменьше, единицы да. заполнения. Да. То есть если будет спред, как бы, то тебя возьмет не так выгодно, как тебе надо. Так, а получается стоп и тейк я не ориентируюсь уже на трейдинг view, да, я это высчитываю, ну, просто процент прибавляю всегда к 50 тысячам, да, потому что от этой суммы. Стоп да. мы всегда на MetaTrader, ты же увидишь, где там M3 order block, правильно? Вы что, взяли с ней проб? Да. На сколько? На 50 тысяч. Это она первый раз проб берет? Да. Будет торговать на гере. Да, и как ты думаешь, сколько ей понадобится для того, чтобы пройти этот проб? Ну, я думаю, месяц. Надеюсь, максимум, если все будет делать по правилам. А как вы думали, она еще мама, поэтому часть рутины – это собрать ребенка в садик перед тем, как начать торговать. Сложно совмещать ребенка и торговлю? Нет, не сложно, потому что в целом телефон просто лежит. Мне надо увидеть просто, когда туда придет оповещение и все, чтобы открыть сделку. Поэтому, ну, как бы нет, не сложно. Как будто жду сообщения от подружки. Какой твой любимый завтрак? Булка. Ну, вообще, мой любимый завтрак – это латте. Обычно декаф, ну, потому что, понимаете, стресса и так хватает. С овсяным молоком и чизберри дэниш. Я его могу есть просто каждый день. Кофеек с булочкой, слоеным тестом. Это то, что я люблю. Муж просил развернуто отвечать и уже хочет отобрать микрофон, но я очень люблю булку. Трейдинг тебя делает счастливее или же нет? Счастливее меня делает булка с утра. А трейдинг просто дает возможность мне эту булку покупать. Но если серьезно, нет. То есть сам трейдинг не делает меня счастливее или не счастливее. Я думаю, что трейдинг сделает, как бы создаст условия для того, чтобы человек мог почувствовать себя счастливее, да. То есть получается, что благодаря трейдингу я вообще имею возможность создавать для себя обстоятельства, да, жить там, где я хочу, заниматься тем, чем я хочу, там, заниматься танцами, например, да, потому что я понимаю, что люди, которые ходят на работу, им буквально иногда не хватает времени попасть на там какие-то хобби, да, свои, чтобы сделать. А я занимаюсь танцами каждый день, играю в падл каждый день, и по факту это просто потому, что я торгую, а не работаю где-то на кого-то и так далее. Все, то есть, и, соответственно, естественно, финансовая какая-то безопасность и свобода помогает мне быть счастливее, потому что когда ты, люблю, когда они меня перебивают, когда ты тревожишься о деньгах, ты по умолчанию как будто бы сложно почувствовать вообще счастье, да, а когда тебе хотя бы о деньгах не нужно тревожиться, ты чувствуешь себя безопаснее, и, соответственно, ты можешь как бы обратить внимание на какие-то позитивные вещи, да, и насладиться ими. Вот та самая любимая булка, которую она готова есть каждый день. Но она так, в принципе, и делает. Срочное включение, пришло уведомление о том, что сейчас, возможно, будет сделка. Вот. Кстати, покажи свое рабочее пространство. И почему она отличается от других трейдеров, которые используют 3 монитора, 4, там, 7, 8, 10? Вот мое рабочее пространство. За кофейком мне приходит оповещение, я открываю график на телефоне, как видите. Что мы здесь видим? Мы видим, что цена пришла в нужную мне ценовую зону. И дальше я буду уже ждать как бы саму модель входа. То есть сама модель входа сформируется у меня в течение 10 минут. Либо сформируется, либо нет. Если нет, то я пойду как бы дальше просто заниматься своими делами и ждать новую зону. Если сформируется, то открою сделку. А сколько ты можешь заработать за одну сделку? Да, могу, смотря какой депозит. То есть если я торгую на пропе... Твой депозит, сколько ты можешь заработать сейчас, в моменте, пока мы хаваем булку с хлебом? Получается $500. Если я открою сделку, то если будет у меня тейк, то $500. Если будет стоп, то есть уйдет сделка в минус, то потеряю $170.
Ты забыла рассказать, почему у тебя не 10 мониторов, как у настоящих трейдеров, которые ничего не скрывают. Потому что я не настоящий трейдер, я трейдер из страны единорогов, где все идеально. На самом деле, потому что мне просто это не нужно. Окей, есть трейдеры, допустим, скальперы. Вот скальперам я понимаю, возможно, зачем мониторы, да, ну, там, один монитор уже достаточно на самом деле. Я себе стараюсь упрощать жизнь, я не скальпер, я просто внутридневной трейдер, то есть мои сделки не длятся секунды, как у скальперов, да, а длятся минуты. Ну, в общем, и у меня достаточно простая стратегия, у меня всего лишь один актив, на котором я торгую, мне не нужно следить за большим количеством показателей. Ну, у меня просто буквально там 5 факторов, которые должны совпасть, чтобы я открыла сделку. Все. И математическая статистика показывает, что это работает и приносит плюс. Все. Через 5 секунд будет сделка. Какие эмоции ты испытываешь перед сделкой? Самое время. Всё, я открыла сделку, выставила стоп. Оказывается, на телефоне можно торговать, да? Оказывается, да. У меня нет какого-то волнения вообще. То есть сейчас у меня вообще нет уже никаких эмоций во время открытия сделки. Есть только собранность, как бы концентрация и, ну, как бы четкость. Все, я знаю, что сейчас ураган на улице начнется, я не знаю, крышу снесет над головой, но я открою сделку, введу объем и нажму либо buy, либо sell, выставлю стоп обязательно первым делом, потом take. Сколько тебе времени понадобилось для того, чтобы научиться контролировать свои эмоции? Ну, я бы сказала, что это длится с течением всей жизни, наверное, нет предела совершенству в самообладании, я не знаю, все еще не какой-то буддийский монах, вот, но, наверное, года 1,5, пока до меня дошло, что надо контролировать эмоции, что они мешают. Потом я как бы этой мысли вообще сопротивлялась и пыталась найти проблемы в чем-то другом, а потом я поняла, да, что это эмоции, уже начала с этим работать. А признание проблемы, да, это уже 50% решения. Сколько раз ты сливала свой депозит, только честно? Можешь вспомнить цифру? Сколько их было и почему они были слиты и почему ты возвращалась? Что ты хотела доказать этим, когда каждый раз возвращалась? Ну, своих депозитов я не знаю даже, сколько я сливала. Ну, раз 5, наверное, точно. Но они не были какие-то супер большие. Еще плюс пропы. Пропов я 2 штуки слила в самом начале, потому что как минимум правил не знала, да. То есть я просто пыталась понять, как это работает. Вот. И потом еще несколько пропов уже, которые были у меня финансируемые или там на этапе челленджа, просто, да, по нарушению правил. Почему я возвращалась и не сдавалась, скажем так, да? Ну, потому что я понимала, что это работает. То есть у меня есть какое-то логическое мышление, и я понимаю, что если в теории что-то работает, то, скорее всего, и на практике это должно работать, да? То есть это, во-первых, ну как это возможно, да, что стратегия рабочая, но ты не можешь на ней заработать? Ну, значит, проблема в тебе где-то кроется, да? И я считаю нечестно останавливаться, не признав свою слабость. То есть ты либо признаешь свою слабость и говоришь, я не могу с собой ничего поделать, я пошел. Либо ты говоришь, я что-то с собой сделаю и добьюсь успеха. Вот я выбрала второй путь. Это было нелегко, но я рада, что я пошла этим путем. Если бы ты вернулась на 7 лет назад, над чем ты в первую очередь бы работала? Всегда будут и плюсы, и минусы, и это нормально. То есть мне вроде как объясняли, но я как-то не понимала. То есть мне хотелось, чтобы вот именно эту мысль мне объяснили на 100%. Потому что таким образом ты себе говоришь, что стопы – это нормально. И самое важное, что есть вероятность, как бы, да, которая по статистике приводит тебя к плюсу, что, допустим, будет 5 стопов, 5 тейков, но при этом у тебя будет плюс там столько-то. И самое важное – это следовать стратегии и проработать все свои эмоции. Все, это самый простой путь, который только может быть. Тогда я бы сэкономила, наверное, 4 года своей жизни. Каждое утро мы гуляем по набережной, нахаживаем по 10 тысяч шагов. Вот, и это как раз идеальный момент для того, чтобы позадавать ей вопросы. И первый вопрос, который я бы хотел бы тебе задать, это
сколько по времени длится твой рабочий день трейдера? Так, ну мой рабочий день, именно мой, длится с 8 утра до 7 вечера. Но это потому, что я как бы еще ментор, да, у меня есть ученики, и я слежу за каждой сделкой, за каждой стратегией. А вообще моя основная сессия, в которой я торгую именно на своем депозите, это Азия. То есть с 8 утра до 12:40. Да, то есть вот с 8 утра до 12:40 получается сколько? 4 часа? 4 часа. Почему ты выбрала индекс GER? Почему именно он? Что в нем такого и сколько он может приносить в месяц? Не потому, что он какой-то особенный, просто потому что стратегия по Геру, то есть определенные, да, факторы, которые совпадают по Геру, и вот они дают определенную доходность, и они комфортны мне по временному промежутку, да, то есть мне удобно торговать. Стратегия, которую я использую именно на Гере, она достаточно простая, без, знаете, серых зон, то есть либо да, либо нет, там нет места для размышлений. Там, не знаю, я вижу на графике там треугольник, а я вижу флаг, например, да, то есть там нет таких вариантов, чтобы поразмышлять, там либо есть то, что надо, либо как бы этого нет, да. Доходность, которую он может приносить за вот азиатскую сессию, которую я торгую, также есть и другие сессии по Геру, стратегии, просто они чуть отличаются, от 15 до вплоть до 35%, в зависимости от месяца, то есть есть скачки, да, такие, но в среднем это вот 18-20%, что очень много, то есть это очень хорошая доходность. Поэтому мне все нравится, как бы стратегия простая, по времени подходит, доходность высокая. Все, что еще для жизни надо? Что там твоя сделка? Что там моя сделка? Моя сделка сейчас выглядит так. Идет в плюс. Идет в плюс, да. Дала почти 1%, нам надо плюс 3. Расскажи, каково жить с женой-трейдером. Если бы меня спросили именно в путь становления, то я бы сказал то, что это очень сложно, потому что человек постоянно борется со своими эмоциями, и честно, именно когда ты только начинала свой путь, я пытался, наверное, раза 3-4 отвести тебя от трейдинга, так как я сам в инвестициях, хотел, чтобы ты поменяла полностью свою профессию. Во-первых, из-за своих эмоций, из-за того, что у меня не получилось, я не совсем в это верил, и мне хотелось, чтобы ты не испытывала эти эмоции, чтобы не была нервной и ушла все-таки в другую профессию. Но сейчас, когда уже этот путь... Заново. Нет, заново не будет. Когда этот путь пройден, когда ты уже сейчас контролируешь полностью свои эмоции, зарабатываешь на этом, то временами мне хочется вернуться в трейдинг и такой, вот бы сейчас бы вернуться, но я понимаю, как это сложно, и это профессия, которая обретается не один день, не один месяц. Мне кажется, то, что это прям целая огромная работа, поэтому это сложно жить с трейдером, который тестирует каждый день свою стратегию от самого утра до вечера. Одно дело это когда вот уже готовый трейдер со стратегией, с эмоциями, которые под контролем. Другое дело это когда трейдер с утра до вечера тестирует гипотезы, и потом спустя месяц он понимает, что эта стратегия не работает и нужно тестировать новую стратегию. И так вновь и вновь. Вот, пока он все-таки не пройдет этот путь, не создаст свою стратегию, потому что одно дело обучиться, другое дело еще создать стратегию, поэтому она молодчик. И сейчас я уже очень счастлив, то, что... Спасибо. Он очень счастлив, что у него такая жена. Нам очень важно было ваше мнение. Спасибо за поддержку. Все. Больше Денису не дадим микрофон. Готовит вот нам стейки. Ну, у меня времени нет, сами понимаете. Да есть у меня время, просто я люблю готовить. Он просто любит готовить на самом деле. Я его не заставляла.
Ну что, понесли. Вот так вот трейдер каждый день получает свою еду. Прям каждый день. Ну, почти каждый день. Смотрите, какая мраморная говядина, гречечка и салатик. Ты боишься потерять деньги или же время? Если сравнивать, что я больше боюсь потерять, то это скорее время. Если вопрос касается, зачем я занимаюсь именно трейдингом, ради денег или чтобы не тратить свое драгоценное время в жизни, то чтобы не тратить свое драгоценное время в жизни. Ну просто я себе не представляю. То есть я, например, хочу полететь куда-то, да, там, не знаю, на отдых или попутешествовать, и мне что, ждать отпуска, который происходит раз в год на 2 недели максимум, или что? Вот, для меня это вообще очень, это худшее, что может со мной случиться, как будто бы. Поэтому однозначно я боюсь терять время. Когда ты последний раз испытывала жадность и испытывала ли ты в трейдинге вообще? Да, эту эмоцию, жадность я 100% испытывала и испытываю. Мы не роботы, вот, мы в любом случае как бы испытываем эмоции. Важно просто, чтобы эти эмоции не влияли на принятие наших решений. Раньше я испытывала просто нереальную жадность. То есть, во-первых, я либо пыталась закрыть сделку быстрее, если я считала, что цена почему-то не дойдет туда, куда надо, да, то есть я закрывала сделку раньше времени, чтобы забрать хотя бы что-то, это жадность, да, а иногда наоборот хотела быстрее, ну, больше заработать за одну сделку, да, и не закрывала сделку вовремя, а ждала, чтобы она пошла выше. И вот, наверное, 99% случаев я не получала то, чего хотела, то есть моя эмоция не была удовлетворена. Такого просто не бывает. Если вы под негативные эмоции совершаете действие какое-то, в любом случае вы будете наказаны. Что самое тяжелое для тебя в трейдинге? В моем случае это вот некоторые убеждения, которые есть в моей голове. У меня есть убеждение, что деньги приносит только сложная как бы работа, сложный труд. Я не знаю, откуда это убеждение, скорее всего, с детства. Типа надо много работать, чтобы много зарабатывать. И это обязательно должно быть что-то сложное. И почему-то именно в трейдинге. То есть вот у меня в том числе есть убеждение, что это обязательно должны быть 1000 графиков перед глазами, ты должен прям быть такой напряженный, тебе должно быть слегка сложновато, да, а мои стратегии достаточно простые, и именно на простых стратегиях у меня получилось зарабатывать. То есть пока я пыталась совместить 1001 инструмент, у меня не получалось зарабатывать, или это было супер нестабильно. Как только я начала торговать по простым стратегиям, я начала зарабатывать. Но в голове все равно осталось ощущение, что ну не может быть все так просто. Хотя я на этом зарабатываю уже сколько времени, но вот это убеждение в голове, оно все еще есть, потому что оно укоренялось на секундочку 20 лет, да, а я хочу, чтобы за 2-3 года оно исчезло, не получается пока что. Или просто установка, которая может помешать. Поэтому важно не вестись на эту установку. Очень важно в трейдинге соблюдать ту стратегию, которая приносит тебе прибыль. И просто продолжать, несмотря на то, что ты о ней думаешь. Твое личное мнение не имеет никакого значения. Имеет значение только факты и цифры. Если эта стратегия приносит тебе плюс, ты просто должен по ней торговать. Даже если ты просто, не знаю, один фактор взял, да, супер простой, и он приносит тебе плюс, торгуй по нему, и все. Может ли быть минусовый месяц? И как часто, и как с этим бороться? Какое чувство ты испытываешь, когда месяц закрывается в минус? Да, минусовые месяцы могут быть, конечно, и это нормально. То есть важно просто понимать, что если это минусовый месяц стратегически, да, статистически, то это нормально. Но если у тебя минусовый месяц, потому что ты делал какие-то ошибки, нарушал стратегию и так далее, то это как бы, значит, повод поработать с собой, да, со своими эмоциями и правилами. Но если по статистике ты сделал все окей и просто месяц закрылся в минус, это нормально. Даже если 2 месяца подряд закрылась в минус, и даже если 3 месяца подряд закрылись в минус, это нормально. Это не повод отказываться от стратегии, которая потом 10 лет без перерыва будет приносить тебе прибыль, да? Все, какие эмоции я испытываю? Ну, это не очень приятно, во-первых. А во-вторых, если у тебя как бы только одна стратегия, которой ты торгуешь, то, конечно, ты будешь испытывать какую-то небезопасность. Поэтому желательно иметь хотя бы 2 стратегии и торговать 2 счета одновременно. Да? Вот я торгую, например, гер и золото.
Получается, что даже если одна из стратегий в какой-то месяц даст мне минус, либо ноль, то есть я ничего не заработаю, да, то другая стратегия даст мне плюс. И вот мой как бы доход, да. То есть постилать соломку, как и везде, это нормально. Но вы же не переживаете, что вы работаете на одной работе, а завтра вас могут уволить, и больше вы не будете ничего зарабатывать, да? Переживаете. Но главное, просто надо с этим что-то делать. То есть, да, постелать себе соломку. То есть иметь какой-то второй источник дохода. Все, в стратегиях то же самое. Чтобы не скатиться в эту эмоциональную яму, когда будет минусовой месяц, во-первых, важно понимать, что это нормально. Во-вторых, это не повод отказаться от стратегии. В-третьих, у вас должна быть просто еще одна стратегия, которая вас тоже будет кормить. То есть это своего рода диверсификация. Люди думают, что трейдинг – это деньги. Если честно, ты больше заработала или потеряла? Конечно, больше заработала. Можешь сказать, сколько это в цифрах? Ну, я не считала, сколько я суммарно теряла и сколько суммарно заработала за все время. Но я могу сказать в среднем в месяц. В среднем это получается $10 000 в месяц. Иногда больше, иногда меньше. Это тебя устраивает? Ты считаешь это успехом? Я точно считаю это успехом, но это меня не устраивает, потому что я понимаю, что мне этого не хватает, и что, например, я хочу себе, не знаю, дом за $500 000, на который мне не хватает. А за сколько к такому результату именно ты дошла? Ну, это плавный, как бы, поход, скажем так. Я не могу сказать, что вот какое-то время прошло, и вот он сразу этот результат. Но в целом, чтобы выйти в плюс, вообще зарабатывать стабильно, прошло у меня лично 2 года. Но это пока я вообще поняла, что к чему, потому что я не пришла сразу к какому-то наставнику, который мне вот полностью все разложил, и я такая, только бери и зарабатывай, да, вот. А чтобы именно к 10 000 прийти, ну, на самом деле, когда ты уже выходишь в плюс, то ты уже понимаешь, что все, что тебе нужно, это просто увеличивать депозит, и все. И, соответственно, вот момент, когда я начала торговать в пропах, вот у меня как кратно в 2 раза увеличилась и прибыль. Когда ты почувствовала, ну вот, все, я трейдер, я чувствую себя полностью реализованной как трейдер. Когда это приходит и что это за чувство? Ну, даже когда я родила ребенка, я не сразу поняла, что я мать. Я это поняла через 1,5 года, а вы говорите, что в трейдинге, когда я поняла, что я трейдер. На самом деле, я поняла, что я трейдер с тех пор, там, со 2-го дня, как я начала торговать. Не знаю, мне сразу такое ощущение случилось, все, я трейдер. Неважно, прибыльный или нет, но трейдер. А вот когда я поняла, что я прибыльный трейдер, но это когда прошло 3 примерно месяца подряд плюсовых в реальности, ну и тогда и появилось это ощущение, что ну все, как бы все, это больше никуда от меня не денется, как бы это просто мое занятие по жизни, мой карьерный рост, мое развитие, все, в принципе, до пенсии буду этим заниматься. Расскажи по итогу, как закрылась твоя сделка, которая была открыта во вторник. Она закрылась по стопу в минус $160, то есть минус 1% от депозита. Что в таких случаях ты делаешь и как вообще контролировать лучше свои эмоции, если сделка закрывается в минус? Ну, ничего не делаю, это нормально, это часть трейдинга, это как в бизнесе есть расходы и доходы, где ты тратишь деньги, да, якобы со своего кармана в минус, а потом получаешь доход и выходишь в плюс, то есть тут то же самое, ничего не делаю, жду следующую сделку. Бывает ли такое, что подряд у тебя несколько минусовых сделок, как на тебя это влияет? Как ты себя успокаиваешь, возможно? Ну, конкретно в этой стратегии может даже быть такое, что будет подряд 7 сделок в минус, да, то есть по статистике. Как я себя успокаиваю? Ну, во-первых, я понимаю, что это нормально, то есть я заранее к этому готова, потому что я знаю свою статистику, и я знаю, что такое может случиться, и это часть стратегии, и это нормально. То есть, но все равно суммарно за месяц будет плюс, да, то есть мне важно получать результат в разрезе месяца. Поэтому, когда у меня подряд 7 сделок в минус, хотя такого пока что не так часто не случается, то я никак себя не успокаиваю, потому что я не переживаю, потому что у меня есть фундамент под ногами, опора, на которую я опираюсь, это статистика.
Есть ли у тебя какая-то группа, где ты, возможно, скидываешь методички, помогаешь людям? Возможно, есть бесплатное обучение, которое люди могут пройти. Я думаю, что людям было бы полезно это знать. Да, есть, во-первых, бесплатное вводное обучение, где можно вообще попробовать себя в роли трейдера, можно сделать домашние задания, мы их бесплатно проверим, то есть и понять вообще, насколько тебе эта тема интересна, да, насколько ты можешь в нее вникнуть. И также есть бесплатный телеграм-канал, куда я присылаю некоторые бесплатные методичные материалы, делюсь постами, информацией и так далее, делаю созвоны, и также есть закрытое сообщество, куда уже попадают трейдеры более-менее с небольшим опытом, да, которые хотят следить за тем, как я торгую ежедневно с понедельника по пятницу, и не только за мной следить, да, и за командой моих коллег, которые тоже там участвуют. Вот, соответственно, да, есть такое закрытое сообщество, где мы каждый день торгуем вместе. Как вообще возможно заработать с тем учетом, что ты говоришь, бывает подряд 7 убыточных сделок? В чем фишка? Фишка в математике, потому что моя стратегия основывается на соотношении риска к прибыли, а у меня риск 1 к 3. То есть, допустим, теряем $100, зарабатываем 300. Соответственно, если у нас, допустим, начинается месяц с того, что я зарабатываю, да, у меня 2 сделки в плюс, а статистика показывает, что обычно идут, плюсовые сделки в начале. Соответственно, допустим, 2 сделки в плюс, ты заработал $600, а потом, допустим, 7 сделок в минус. Это ты потерял $700. То есть ты всего в минусе на минус $100. Это, очень мало. Соответственно, тебе еще одну сделку просто после этой череды стопов открыть, плюсовую, и ты уже будешь в плюс $200, да? А следующая плюсовая сделка тебя уже выводит в плюс $400. То есть и тебе, чтобы потерять вот эту прибыль, нужно, чтобы опять случилось 4 минусовых сделок, что, редкость после череды 7 минусовых сделок. Расскажи, какие у тебя планы на завтра? Возможно, что-то интересное сможешь показать нам из жизни. Я могу показать, как вообще обычно проходит мой день, чем я занимаюсь, вообще почему я во Вьетнаме и вообще сколько обходится здесь жизнь как трейдера, как трейдера с семьей, скажем так. Расскажу, как я тестирую стратегии новые, которые мне нужны, да. Завтра я, скорее всего, буду тестировать стратегию по крипте. Также расскажу, почему я собираюсь переезжать в Америку. И вообще в Америке совершенно другой часовой пояс. Там вот когда у нас день, там ночь. Как я буду приспосабливаться вообще к другому часовому поясу в плане своей профессии трейдинга. Так что, ребята, пишите в комментариях вообще, какие у вас есть вопросы, что вам больше показать, что вам интересно. И вообще, так ли вы себе представляли жизнь трейдера и вообще рабочий день? Или у вас сейчас как-то ломаются шаблоны? Что вы думаете по этому поводу? Все, буду рада вашим лайкам, колокольчик, подписка, комментарий.